Всех приветствую на канале, и в этом видео я расскажу об одной старенькой модели Сайка, которую очень часто, недооценивая, обходят стороной на вторичке. Но оказывается, она стоит того, чтобы на нее обратить внимание, обслужить или восстановить, и она еще будет долго радовать кофейком своего владельца. Модель эта называется Сайка Gran Crema. Производилась еще в Италии в начале 2000-х годов. Конкретно этот аппарат произведен в 2004 и ему практически уже 20 лет. Но он ничем не хуже новых Poemi, Gadget Viva или Gran Gadget. Но купить его можно гораздо дешевле. Стоит также упомянуть и о том, что у Gran Crema есть брат-близнец в серебристом корпусе с приставкой Deluxe. Но с ним не все так хорошо, и об этом я расскажу в конце. И начнем с хорошего. Самый жирный плюс — это неубиваемость аппарата. И тут все кроется в его простоте. Корпус пластиковый, краска не облазит, ржаветь нечему, но и с глянцевой частью нужно быть аккуратнее. Дизайн простоватый, возможно немного устаревший, но при этом лаконичный, и на днище даже указаны имена дизайнеров. Видимо, есть чем гордиться. Кнопки управления тут самые обычные клавиши, которые можно найти в любом радиомаге. И поломка такой кнопки, что бывает крайне редко, не вызовет проблем с заменой. Поддон для капель тут небольшой и не маленький, но имеет приятную решетку с поплавком. Ее плюс в том, что она не окрашена и не облазит от воды и чашек, а ребра выполнены с покатым изгибом. Такой изгиб гасит падающие капли, они не разлетаются в стороны и не скапливаются в местах, где нет перфораций, как у других решетках. Бак имеет объем в 1,5 литра, его боковушки видны по сторонам и дают возможность отслеживать уровень воды. А также сам разъем, в который устанавливается бак, сделан вполне качественно, и с ним никогда не случается проблем, как у той же Poemi, в которых этот разъем мог пропускать воду, которая в конечном итоге попадала на днище, вызывая ржавение. Стимер тут самый простой, как и в современных гаджетах, он без шарнира, но ним вполне удобно пользоваться. В качестве насадки тут выступает самая обычная панорелка, ну а под капотом тут типичная Сайка в лучших традициях простоты и лаконичности, чего более чем достаточно, как для бюджетной модели. Все, что тут имеется, крепится на металлической пластине, а вся проводка крепится на разъемах типа жабка, что удобно для обслуживания. Первое, с чего начну, это помпа. Она тут с латунным основанием и металлическим штоком, что делает ее очень надежной, и при замене расходников она может работать сколько нужно. Плюс тут на помпе есть термозащита от перегрева на случай работы в холостую без воды, чего не часто увидишь в современных аппаратах. Фитинги и крепление трубки от помпы к бойлеру тут винтовые и латунные. Это, конечно, не быстросъем, как у некоторых современных, но это самые надежные соединительные фитинги, которым не нужны никакие резинки-уплотнители, из-за которых в новоделе очень часто бывают подтеки. Бойлер из нержавейки, типичный сайковский, на котором по сей день выпускаются такие модели как Viva и Gran Gadget. У него съемный 900 ваттный тен, который стоит и в нынешних вариациях Poemi, и его можно купить без проблем в случае поломки. Термостаты тут механические, как и на остальных сайковских аппаратах, имеется и термозащита бойлера, все аккуратно крепится прижимной рамкой и снимается без лишних заморочек. Далее, что тут интересно, так это реализация крана пара. С виду обычный кран, как и у других моделей, но рукоять имеет только один неполный оборот для полного открытия, и это очень удобно. Хотя сам кран многооборотный, и тут стандартная с первого взгляда букса, но на корпусе под рукоятью есть выступ, который ограничивает вращение. Но зачем так сделали и как это работает? Дело в том, что тут между самой буксой и отверстием, которое нужно перекрывать, имеется дополнительная латунная вставочка, которая называется иголка. Правда, бывают конструкции и без иголки с второпластовым цилиндриком, но это в большинстве случаев попадается на алюминиевых бойлерах. А здесь вокруг иголки имеется второпластовое колечко, как уплотнитель. И вращая рукоятью, вы просто толкаете иголку, а она уже перекрывает второпластовым колечком подачу пара. Такой подход часто используется в кофемашинах-автоматах, чем позволяет увеличить ресурс латунной буксы, простоту обслуживания и удобство пользования. Дело в том, что в большинстве латунных кранов пара, которые стоят на многих кофеварках, кончик буксы, упираясь при закрывании в отверстие внутри крана, своим телом перекрывает подачу пара или воды. Но со временем мягкий латунный кончик буксы деформируется и не создает более той необходимой плотности, пропуская капельки воды, которые потом назойливо капают с трубки пара.
После чего мы, как правило, еще с большим усилием пытаемся затянуть вентиль и делаем только хуже. Капель потом становится только больше. И тут один выход: либо менять весь кран, либо затачивать кончик буксы. В этой же модели таких проблем не будет, и кран пара прослужит дольше обычного. Да, многие заметят, что вечного ничего нету, и в случае с таким краном достаточно будет поменять второпластовую прокладку, ибо она может деформироваться со временем или от чрезмерного усилия при закрывании. Но цена такой прокладки в десятки раз меньше самого крана или буксы, так что тут однозначный плюс. Также на этом кране пара имеется еще один отвод, и это предохранительный клапан. Его задача — стравливание слишком высокого давления, что примерно свыше 14 бар. Но у него довольно удачная конструкция, чтобы реализовать на нем OPV клапан. То есть внутри там пружинка с клапанком, кстати латунным, и прижимается она штуцером с резьбовым креплением и основанием под рожковый ключик, что делает удобным его подстраивать. Таким образом можно либо укоротить родную пружинку, либо поставить меньшей жесткости, чтобы можно было выставить 9 бар. Это если адаптировать аппарат под стандартный рожок без улучшайзера. Но у этой конструкции есть и минус. Он в том, что клапан будет с горячей стороны и будет стравливать уже нагретую воду, а должен быть с холодной, чтобы не терять температуру. Это особенно критично на таких бойлерах, так как они тонкостенные, а тен всего в 900 Вт. Поэтому OPV должен стравливать воду еще на ее подходе к бойлеру, а не после нагрева, чтобы не просаживать температуру экстракции. Далее, что тут можно еще сказать хорошего, это группа. Сам байонет алюминиевый. Пластиковые накладки, конечно, есть, но они тут небольшие и за 20 лет работы никогда не вызывали проблем. Уплотнитель тут довольно массивный, и даже спустя 20 лет у него, как видите, нет особой какой-то выработки. И в таких группах подтекание из-под рожка — это редкие явления, в отличие от большинства китайцев, где или тонкий уплотнитель повреждается, или пластиковые направляющие стираются. Ну и как в каждом аппарате, не бывает без слабых моментов. Они есть всегда, но критичность у них разная. Из первого, что тут мне лично не понравилось, так это конструкция бака для воды. Она недостаточно жесткая, а именно если его немножечко придавить, то стенки будут играть. И в конце концов это выливается в трещины и повреждения. Нередко такие баки не переживают пересылки, если их не упаковать достаточно хорошо. Есть и второй критичный момент, но появляется он достаточно редко и только при самостоятельном ремонте. Если вернуться к конструкции парового крана, то эту иголку легко и потерять. Как бы ни казалось, что это сделать нереально, но бывает и такое. Или же даже сломать при попытке выковырять. В любом из случаев ее отсутствие делает невозможным пользоваться аппаратом, ибо даже с закрученной буксой без иголки вся вода будет уходить в трубку пара вместо группы. А теперь пару слов о брате-близнеце под названием Gran Crema Deluxe. Серебристый и более привлекательный окрас версии Deluxe был снабжен алюминиевым бойлером, который ставился, как правило, на более бюджетные сайковские модели. И вот именно серебристую версию Deluxe я бы не стал рекомендовать. Сам алюминиевый бойлер имеет даже лучшие тепловые характеристики, нежели нержавейка, но на практике за ним нужен регулярный уход и декальцинация, а оставляя надолго его с водой, он может просто прогнить, что я видел не раз. Поэтому лучше уже неубиваемая нержавейка, которой ничего не будет, и съемный тен, при выходе из строя которого не нужно выбрасывать весь аппарат, так как ремонт будет не особо рентабельным, так как нужно будет либо менять половину бойлера, либо термоблок целиком. В завершении ролика подниму вопрос, вкусно ли она готовит. Да, она готовит достаточно насыщенный и вкусный напиток, если мы говорим не о эспрессо, а о кофейном напитке, приготовленном с помощью улучшайзера. Думаю, что многие понимают разницу. В комплекте тут стандартный сайковский холдер с встроенным клапаном Perfect Crema. А я перепробовал уже всевозможные варианты этих улучшайзеров. Уж поверьте, но это дает самый приятный по вкусу кофе, ибо не зря Сайка в свое время завоевала хорошую репутацию среди бытовых рожков. Думаю, мой посыл понятен. Если вы хотите надежный аппарат для ежедневного пользования, который неприхотлив в обслуживании, дешевый и простой в ремонте, и вы не хотите каждые пару лет выбрасывать на новый китайский рожок, который может делать нервы своей нестабильной работой и частыми поломками, то я рекомендую обратить внимание на такой классический сайковский аппарат. Конечно, покупая на вторичке, нужно искать у тех, кто их обслуживает, или делать это самому. Сложного тут ничего нету. А если что, можете писать в комментариях ваши вопросы, а я подскажу, что и как сделать.
На этом буду заканчивать. Всем пока. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Не забывайте подписываться на канал и ставить лайки.